Привет! Меня зовут Людмила, и вы на моем канале Людмила Шпакова в потоке. Сегодня мы с вами сделаем разбор, мои дорогие, и название к нему звучит так: что он хотел бы вам сказать, но боится это сделать. Сегодняшний разбор у нас будет на 3 позиции. Пожалуйста, загадывайте своих мужчин. И мы начнем наше расследование. Начнем мы, как обычно, с сигнификации, чтобы вы поняли, да, что правильно пришли на наш разбор. Значит, сигнифицировать сегодня буду мужчину, чтобы вы его узнали. И дальше мы с вами будем смотреть, да, первое, что этот человек чувствует в вашу сторону, его отношение к вам. И далее, да, это что же он хотел вам сказать бы, но боится. Да, вот сегодня без страха он будет вам что-то заявлять, о чем-то говорить. Итак, двоечки, троечки идут у нас в ожидании. Смотрю, чтобы у меня все писалось, все пишется у меня. И мы начинаем, друзья. Итак, кто к нам пришел? Ну, замечательно. У нас пришел мужчина в женских энергиях. Это мужчина в энергиях королевы Пентаклей. Что же это значит? Это такая домохозяюшка. Это человек, который очень любит убираться, готовить, заниматься различными домашними делами, да, и единственная проблема мужчины в этих энергиях – это то, что он или не умеет зарабатывать деньги, или не считает нужным. То есть нельзя сказать, что это какой-то лентяй. Нет, этого мы о человеке не скажем. Смотрю, чтобы все было видно, мои дорогие. Значит, здесь не ленивый мужчина, просто он, знаете, как относится к своей работе и к заработкам. Я же хожу на работу, не важно, что я там зарабатываю мало, не важно, что тебе не хватает. Важно, что я хожу на работу, я занимаюсь какой-то деятельностью, да, и приношу какой-то небольшой доход. Ты должна быть довольна этим, если ты выбираешь меня. То есть у этого мужчины напрочь отсутствует стремление зарабатывать больше, достигать. То есть это человек не достигатор. Вот он на каком уровне находится, на таком уровне и будет дальше жить свою жизнь. Ну и вы, соответственно, если находитесь рядом с ним, да, то тоже пожинаете вот эти вот плоды жизни. Он жадноват. У него есть позиция «все в дом, ничего из дома». Это значит, что он не хочет тратить деньги на отдых, на отпуск, на поездки, на путешествия. Это бессмысленные траты с его точки зрения. А вот купить тумбочку, диван можно. При этом еще не каждый диван и не каждую тумбочку, потому что все, что можно отремонтировать, нужно отремонтировать. Понимаете, да? Зачем нам новый диван, когда на этом я своими руками могу, ну, как-то, я не знаю, поменять обивку, да, например. И смотри-ка, новый почти диван у нас получился. Вот, то есть вот он жадноват в эту сторону. Да? Жадность ведь тоже имеет разные проявления в жизни. Вот, значит, в любви, в отношениях мужчина ведет себя как король кубков, да, то есть он любвеобильный, он может говорить очень такие велеречивые признания вам, он может признаваться в стихах, он может признаваться в каких-то произведениях искусства, ну, например, присылать вам красивую музыку или какие-то картины с намеком, да, но это если у вас отношения, допустим, только начались, то вот он будет себя так вести. Человек может написать огромные сообщения, вот такие прям там тонны слов в этих сообщениях, где он все пытается объяснить свою мысль, а вдруг вы не поняли, и вот так, и сяк, и наперекосяк. И я думаю, что слов настолько много
в его речах, что это может даже утомлять. Вот. Значит, когда человек вступает в более близкие отношения, да, вот когда уже женщина, ему кажется, заарканена, она уже стала его, да, женится, он склонен жениться, действительно, делать предложение очень быстро женщине. Значит, он успокаивается настолько, что отношения превращаются в умеренность. С его точки зрения это и есть гармония, да, то есть когда ну, как-то, знаете, ничего не происходит, наверное, так можно сказать. Когда, в общем, женщина ходит на свою работу, он на свою работу, встретились вечером, поужинали молча, глядя там в телевизор, он послушал какие-то новости, перекинулся парой фраз, надел пижаму и пошел спать, да, почитал книжку перед сном, ну и на этом разошлись. Да, то есть вот эта вот вся его влюбленность, какие-то признания, эмоциональность проявляются только в начале отношений, а если он уже все как бы пару себе нашел, заарканил, окольцевал женщину, он вот успокаивается настолько. С этим человеком становится очень-очень скучно. Очень скучно. Ну, особенно, если вы хотите какой-то страсти, побед над собой, да, и так далее. И совместного развития. Он как бы не совсем про развитие. Это про стабильность, это про дом, про хозяйственность, про то, что вы будете накормлены, у вас будет тепло, уютно в меру. Вот. И здесь еще у мужчины очень серьезный акцент на детях. Если он когда-либо был женат, у него есть дети до вас, то вы будете обязаны общаться обязательно. Он сам принимает участие в воспитании, и вы должны принимать участие в их воспитании. Совместный отдых, совместная, там, я не знаю, поездка на дачу, копание огорода. Отдых, кстати, здесь про это. Да? Это не про заграницы, это не про горы и моря, это про дачу, про копание картошки, огород. Ну, максимально это хождение на речку за рыбой. Вот, как-то так, как-то так. Давайте смотреть, как он к вам относится. Да елки-моталки, что такое-то? Как он к вам относится? Как он к вам относится? Угу. Здесь что-то произошло, он чувствует себя жертвой вашей. Вы не приняли его любовь. Угу. Ну, я думаю, что ваши отношения находятся в прошлом. Такое ощущение, что или когда-то они были, или, может быть, вы перевели отношения в дружеское русло, да, то есть когда-то это была любовь, а теперь это такая вот тихая дружба. Вот. Дело в том, что здесь мужчина немного на вас подобижен, он говорит, что отношений никаких нет, здесь все-таки как бы идет десяточка, да. Ну, грубо говоря, все сложно, да, все сложно, потому что все как бы закончилось, но я не хотел бы, чтобы это заканчивалось. Вот он такой вот, какой в жизни есть размазня, вот он нам и отвечает так же, как размазня. Вот, он говорит, что отношений нет, что они закончены по причине вас, по причине вашей гордыни, по причине того, что вы зазвездились, вы решили, что вы очень многого достигли, и вообще вся такая распрекрасная стали, а он остался в своих прежних энергиях, никуда не пошел и не развивается. Вот. И вам как будто бы не нужна такая любовь. Как будто бы не нужна такая любовь. Вы у этого человека как некое очень приятное, теплое, действительно любовное, кубковое воспоминание. Вот он так вас воспринимает, понимаете? Его отношение к вам, скажем так, если бы вы хотели возродить эти отношения,
он был бы не против. Но только если бы инициатива шла от вас, и он такой типа: ты точно решила, что я тебе нужен? Ты определилась? Он ждет от вас какой-то определенности, чтобы вы его выбрали, сами позвали, сами пришли и сами все сделали. Понимаете? Он не против быть с вами в отношениях, если вы это все сами организуете. Вот. Значит, какое еще у него к вам отношение? Ну, он как-то, вы знаете, считает, что вы его обманули. На самом деле поманили, приманили, пообещали ему великую любовь и страсть, а на самом деле свинтили. Вы его бросили. Вы бросили этого человека, вы вышли из отношений, или вы сделали все для того, чтобы он ушел. Мы же, женщины, знаем, как это делается, да? Тихо, мирно, просто отсутствие внимания, отсутствие любви, и мужчина через время потихонечку отваливается. Вот, значит, обида. Вот под этим всем такая тихая обида на ваше неприятие, на то, что вы не оценили такого прекрасного мужа или будущего мужа. Потому что здесь вот прям такой, знаете, вот мужчина-муж. Но по королеве Пентакли здесь скорее мужчина-жена, чем мужчина-муж. Да? Но тем не менее, да, тем не менее. Значит, вы не оценили, он подобиделся. Он любил, вы не взяли. Он чего-то хотел, а вам нужно что-то другое. Вам нужно сверкать, вам нужно сиять, вам нужно быть какой-то лучший, первый, лидером, а он этого дать не может. Вот, значит, и, соответственно, здесь такая вот, ну, как бы задетое самолюбие, задетая гордость. Тем не менее, очень теплое отношение к вам, дружеское пока, да, которое в любой момент может вспыхнуть новыми огнями любви, в том случае, если вы начнете за ним ухаживать, за нашей пентаклевой королевой. Хорошо. Хорошо. Давайте смотреть дальше. Давайте смотреть, что же он хочет вам сказать, но боится. Что же он хочет вам сказать, но боится? Угу. Слушайте, ну на самом деле говорит все то, что было в нашей сигнификации. Он осознает, что он ведомый человек, что он не может быть самостоятельным, и что ему нужна, ну такая, знаете, женщина с кнутом, я бы сказала, женщина-госпожа, которая будет указывать, что ему делать. Потому что, ну вот он совсем какой-то такой расползшийся человек, понимаете? О чем он говорит? О чем он говорит? Он говорит о том, что он не умеет концентрироваться, он не умеет принимать решения, ему все это страшно. Ему все это страшно, и он очень хотел бы, да, чтобы вы стали его другом, который берет над ним шефство. Понимаете? То есть он очень хотел бы, чтобы вы стали его опорой, и вы говорили бы ему, что ему нужно делать, что ему делать не нужно, куда ему идти, какие планы иметь, что хотеть, а что не хотеть. Значит, но при этом он как бы хотел бы, чтобы вы сохранили его мужское достоинство. То есть вы ему говорите, что делать, от слова вот прям обо всем. Вот обо всем. Пойди туда, сделай то, туда мы не поедем, туда поедем. Ну, то есть как бы вы полностью берете руководство его жизнью на себя, но при этом почитаете его как главу семьи.
Здесь вообще все про семью на самом деле. То есть этот человек видит вас своей семьей, хотел бы, чтобы вы были вместе на каких-то серьезных основаниях, да. Просто он понимает, что сейчас это невозможно, что вы другая. Это из области скорее фантазий и мечт этого мужчины, да. Но тем не менее, да, типа, если бы это произошло, то я бы хотел, чтобы ты на себя все вот это вот взяла, да, взвалила. Он, как человек ведомый, готов быть исполнителем ваших приказаний, да, но не создателем решений, не создателем идей. Да, этот человек не может создавать идеи жизни вообще любой. Значит, и при этом вы должны все-таки ему всячески показывать его значимость, его мужественность и то, что вот он как бы заслуживает уважения. Ну вот так как-то, мои дорогие. Вот о чем он хотел бы вам здесь сказать, но боится, вот он нам без страха и упрека все это рассказал. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Вы знаете, все вот хочу сказать одну небольшую благодарность и забываю это сделать. Вы видите на мне прекрасную блузку, и мне хочется поблагодарить свою ученицу Ольгу, которая живет в Германии, которая обо мне настолько заботится. Вот она периодически присылает мне посылки с разными вещицами, да, в частности с блузками. Вот эта блузка еще такая коричневая, тоже в цветах. Вот, с разными платьями. То есть Оля мне забивает эти посылки полностью для того, чтобы я перед вами прекрасно и разнообразно выглядела. Мне очень хочется поблагодарить свою ученицу Олечку. Ну и новые карты она мне присылает. Вот. Косметические разные средства к Новому году, подарки. Господи, Олечка, низкий поклон. Просто хочу, чтобы вы это слышали и знали, что я очень благодарна вам. Ну и, конечно же, да, не могу сказать обо всех остальных. Благодарю вообще всех, кто заботится обо мне, кто присылает донаты, подарочки от маленьких до больших. Это все очень приятно. И это создает у меня внутреннее ощущение нужности вам и собственной ценности. Благодарю вас, мои дорогие. Возвращаемся к нашему раскладу. Не могла не сказать, простите за такую небольшую паузу. Итак, кто к нам пришел? Рыцарь чаш. Мужчина, который вечно находится в поиске любви, в поиске своего сердца. Мужчина, который хочет какой-то идеальной любви, у него не получается встретить идеальную женщину, ну, потому что женщины его не видят в нем императора, каким он себя, собственно, считает. Этот мужчина выбирает женщин постарше, если не сказать намного старше. Значит, он выбирает женщин постарше. Почему? Они ему кажутся более опытными, и ему кажется, что они его как-то лучше оценят. Вот. Ну, я не знаю, с чего он сделал такие выводы. Ему кажется, что женщины постарше, столкнувшись уже с большим количеством мужчин, да, ну, начинают ценить, может быть, малое, кто его знает. Мужчина имеет представление о собственном величии, о собственной такой грандиозности. При этом у этого нет никаких оснований. То есть он считает себя императором, он считает, что он мужественный, умный, что он достоин какой-то, знаете, похвалы, что вот женщина за ним как за каменной стеной, он ее и защитит, и обеспечит, и все сделает, да. Но при этом, ну, то ли денежек нет, то ли нет
недвижимости у него. Ну, короче, у него мало что материального есть. Да? У кого-то здесь вообще нифигаса нет, у кого-то есть немножечко, чуть-чуть. Вот. И сколько бы он ни работал, да, то есть вот он там поработал, сям поработал, у него не получается заработать. И ему хочется, чтобы женщина как бы закрывала на это глаза. Понимаете? То есть, типа, вот у меня ничего нет, но ты должна как будто бы этого не замечать. Как будто бы ты должна ценить во мне человека, мужчину, любовника. Да, опять же. Ты же вот меня не для обеспечения себе взяла. Понимаете? Ну, а чего не для обеспечения-то? Для обеспечения. Вот. Ну, прекрасный Сатья, я думаю, что многие его слушают, смотрят, и я в том числе. Я обожаю его за его юмор и подход вообще. Вот, хоть он немножко такой идеалистичный, да, он сказал, да, мужчины, вы должны принять для себя одну простую вещь. Вы нужны женщине для того, чтобы вы решали ее проблемы. Больше ни для чего. Но вот, по сути, вашему мужчине нужно объяснить это, что а что, если не обеспечивать? А что, если не решать проблемы? То что ты тогда можешь женщине дать, если она все это делает сама? Ну, как бы просто писю в постели, что ли? Ну, слушай, дружок, таких, как ты, полным-полно. Вот, значит, здесь мужчина, да, мужчина, вот он какой-то такой формации, у него мало что есть, ну, что-то есть, да, ну, мало что. А хочется, чтобы женщина вот в нем что-то такое ценила мужское. Странно это все, если честно, странно. Мужчина работает руками, да, то есть у него невысокоинтеллектуальный труд. Он может быть таксистом, он может быть слесарем. Да, это человек, который может работать, ну вот, может быть, где-то там сваи забивает, строителем, еще что-то. А амбиций у него, понимаете, очень много. То есть он работает ручным трудом. А хочется ему, понимаете, хочется ему какой-то свой бизнес, чтобы его считали бизнесменом, чтобы деньги, вот знаете, они откуда-то из воздуха сами, ну, ему так кажется, понимаете, что у бизнесменов не такой сложный труд и тяжелый, и что вот деньги как-то из воздуха сами так чик-чик-чик-чик падают. Вот у него какая-то такая мечта. И ему кажется, что тогда, если вот он будет таким, да, то и женщины начнут его уважать. И вот, значит, на своем пути наш император не настоящий, да, который по-настоящему рыцарь чаш, он пробовал многих женщин, у него было много связей, и каждая вот ему чем-то насолила. Понимаете? А насолила чем? Насолила тем, что первоначально он заходит по рыцарю чаш, он пытается понравиться, да, женщине, говорит комплименты, как-то ее обольщает, искушает, песни поет, да, о любви. И женщина ведется на это все. И как только отношения переходят границу серьезности, да, то есть вот встреча, все прекрасно, ну вот, например, он начинает вместе с женщиной жить, возникает быт, и женщина говорит: где деньги? Да? Туалетную бумагу на что я буду покупать? И он сразу начинает куда-то в кусты сливаться, когда возникают материальные вопросы. И женщина, конечно, становится недовольной. И через время она или его выгоняет, или он сам уходит, да, то есть доходит до такого. И, естественно, эта женщина становится плохая. И поэтому, когда вы разговариваете с этим мужчиной, да, выясняется, что все его бывшие, их множество, но они все плохие. Почему? Ну, выгнали, не оценили, меркантильные все. Понимаете? Все как одна меркантильные. Почему? Потому что обеспечить он не может, а хочет, чтобы его считали императором. Окей. Его отношение к вам. Его отношение к вам.
его отношение к вам. Разрушила все, значит, подлая, я же ее любила, она все разрушила. Но вы, наверное, тоже такая меркантильная, в общем, как и все. Говорит, что любит вас. Говорит, что любит вас. Значит, смотрите, здесь мужчина выделяет вас среди всех. Действительно выделяет. Вы какая-то такая вся уникальная, вы какая-то вся независимая. Вы женщина handmade, которая сделала себя самостоятельно. Причем сделала себя не то, чтобы вы какая-то богачка, да, вот вы как-то сумели обнаружить в себе внутреннюю силу, способности, и из этого то ли сделать бизнес, то ли сделать свое какое-то настоящее. Да, вы можете работать где-то на предприятии, но при этом заниматься своим любимым делом, своим хобби на благо себе, например. То есть вы живете красиво, понимаете, с точки зрения этого мужчины. И это его в вас восхищает. Значит, но вам, как и всем, нужны бабки. Вам нужен туз пентаклей. Вам нужно, чтобы ваша жизнь была комфортной. И мужчину вы рассматриваете с точки зрения, слушай, ну как бы я создаю красоту, я создаю комфорт, так ты ж как бы не порть вот эту всю историю, да? Я ж тебя не как арбузера беру, чтобы ты пользовался, а тоже вкладывайся, приноси в мою жизнь чего-то там, кусочек материи какой-то. Деньги давай, короче. Вот, значит, и он говорит, из-за того, что я не мог принести ей деньги, или из-за того, что у него не было работы, вы все разрушили, значит, случилась башня, как бы все пошло в никуда. Ну, это он нам тут рассказывает про ваши взаимоотношения, да, и говорит при этом, что он вас любит, вы его семья. Он для вас хотел быть хорошим, он хотел нравиться вам и вообще делал все, чтобы, значит, вы были вместе. И не вместе вы, потому что вы очень плохая. Плохая вы. Значит, вы манипуляторша, сама себе на уме, хотите денег, но при этом очень талантливая, красивая, ему очень нужны. Вот так как-то. Как-то так. Значит, его отношение к вам, он любит вас, он считает вас своей половинкой, своей семьей. Он мечтает о том, чтобы между вами была эта семья, сколько бы вам ни было лет. Если по возрасту возможно, чтобы вы родили ему детей, вот с вашими генами. Ну, потому что какая-то вы очень талантливая, очень красивая, очень вкусненькая для него женщина. И он такой, типа, вот от нее детев хочу. Да? От нее дети родятся прекрасными. Вот. Но вот как-то так. Чувства здесь есть, но и ощущение безысходности. Вы не захотели с ним, значит, организовывать этот праздник жизни. Вы с ним поругались, все закончили, ушли на расстояние, охладели, не выбрали, манипулировали и доманипулировались. Ну вот как-то так. При этом считает вас высокодуховной женщиной и, по сути, считает, что все вы сделали правильно. Прикольно. Хорошо. О чем он нам будет сообщать? О чем он нам будет сообщать сейчас? Возьмем вот эту колоду и прочитаем. И прочитаем. Ух ты. Я еще поборюсь за тебя, женщина. Угрожает вам, слушайте. Угрожает, что придет за вас бороться. Так, ну он
говорит о том, что сейчас он просто не знает, что делать. Он не знает, что делать, потому что вы его поставили в какое-то такое положение, вы приняли некое решение, не в его пользу, но это решение справедливо. Он говорит, да ёкарный бабай, она ж права. Она права. Значит, я и хотел бы возразить, я и хотел бы, значит, тут на сраной козе к ней подвалить откуда-то. Но она права. Она права, говорит он. Не знаю насчет чего. Вот. Но он говорит, то, что она права, это еще не значит, что я с этим согласен, с ее решением. Поэтому я за нее буду бороться. Просто пока я не знаю как. Значит, моя любовь, ничего с ней там не произошло, значит, она не угасла. Я стал только злее. И я принимаю решение идти до последнего. И неважно, какими методами добиться этой женщины. Почему я говорю таким тоном? Догадайтесь 3 раз. Значит, говорю я таким тоном, потому что вроде бы хорошие кубковые карты и пентаклевые прекрасные карты, все перевернуты. И дают нам такое, знаете, своеобразное значение, как будто бы, да, человек любит вас, у него есть чувства, но он настолько обижен, да, и выглядит это как будто бы маленький ребенок обиделся на свою маму за то, что она ему не купила конфеты, которые портят зубки. И вот он психует и делает маме назло, вот понимая, что мама права, да, вот, и вот, не знаю, обожрался этих конфет, что ли, и в обмороке лежит, понимаете, вот здесь маленький мальчик от своего собственного бессилия что-либо изменить топает ногой, кричит, психует, но при этом любит. Ну, так. Вот, значит, вот что он хочет сказать. Он хочет сказать, что несмотря на то, что вы правы, он это очень хорошо понимает, в каком-то решении, он все равно будет за вас бороться. Бороться будет любыми методами, потому что он вас любит, хотя он очень сильно на вас злится. Вот, он все равно смирит свою злость и будет за вас бороться, но потом он вам, значит, эту злость продемонстрирует, и вы еще узнаете, кто в доме хозяин. Вот так. Добиваться он вас будет, но если вы расслабитесь, если вы позволите себе погрузиться в эмоции к этому человеку, в зависимость к нему, если вы начнете за ним бежать, уговаривать его о чем-то, то вы, да, как раз увидите вот эту злость. То есть он вам отомстит за то, что ему было больно рядом с вами. Ну, отомстить так, знаете, чтобы вы тоже никуда не делись, не убежали. Ну, не то, что по-доброму, по-злому, конечно, но не очень сильно. Вот как-то так. Вот он о чем здесь хочет нам рассказать. Благодарю вас, двоечки. Двигаемся дальше. Троечки. Кто к нам пришел? К нам пришел человек, который хочет сидеть на нескольких стульчиках сразу. На нескольких стульчиках сразу сидеть, сидеть. Ох. Угу. Женатый он. Женатый, ох, притворюша какая, боже ты мой, масочник. Посмотрите, здесь женатый мужик, которому дома очень-очень скучно, очень скучно. У него по пентакликам все хорошо, дома все норм, как бы дом, квартира, гараж, 3 машины у каждого члена семьи, дети, жена, все у него хорошо, работа, все есть. А вот каких-то сексуальных приключений ему не хватает.
Не то чтобы эмоций ему не хватает сексуальных приключений. Тех самых, вы знаете, адреналина, наверное. Того адреналина, который выделяется, когда делаешь что-то запретное, когда знаешь, что тебя могут поймать за руку и не ловят. Вот этого адреналина ему не хватает. И как он его добирает? Через множественные абсолютно связи. Это такой гуленок, каких не видывал свет. Вот он на корпорат идет на работе, обязательно там с кем-то переспит. Значит, в командировку поехал, ну это вот прям за милую душу. Куда-то в гости пошел, даже если он пошел со своей женой, да, вполне может в туалете с кем-то перепихнуться. Извините меня за это все, да, но говорю информацию, которая идет. Абсолютно не сдержан в сексуальном плане. Абсолютно не сдержан. При этом все время меняет свои обличья, да. То есть с одной женщиной он ласковый, нежный, с другой он господин, с третьей он интеллектуал, с четвертой он только про секс говорит. Все зависит от женщины. То есть он смотрит, какая женщина, каковы ее потребности, внимательно вслушивается в это все, во все, что она говорит о себе, о своих желаниях, да, может быть, о своем детстве, о том, что вот как бы она о себе готова рассказать. Вот. Он это внимательно в это все внимательно вслушивается и дальше выдает маску. Или такого певца на укулелях: «Сейчас я тебе 10 раз доброе утро напишу, ла-ла-ли, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла». Или мечевого короля. Давай поговорим на интеллектуальные темы. Ты читала там Виктора Пелевина, например, да, как ты к нему относишься? А с другой женщиной он начинает говорить, какие у тебя эрогенные зоны. Давай поговорим об этом. Он всегда знает, какую маску надеть. Вот. О, Господи, кого вы привели, что вы с ним делаете вообще? Итак, во всем и всегда. Он считает себя мастером-фломастером, покорителем женских сердец. Никто устоять не может перед ним. И самое в этом всем плохое – это то, что он абсолютно обесценивает женщин, с которыми он спит. Женщины приходят и уходят. Ему плевать вообще, что у них остается в душе после вот его посещения. Хорошо. Давайте посмотрим его отношение к вам. Его отношение к вам. Что-то вы ему не дались. Такое ощущение. Ага. Ну да. Значит, смотрите. Он нам говорит о том, что он очень сильно расстроен относительно вас. Вы разбили его сердце тем, что не захотели играть его игру. У него не получились манипуляции относительно вас. Вы обесценили его усилия. Здесь мужчина пытался вас завоевать. Он, учитывая, кем он себя считает, да, просто соблазнителем, дьяволом во плоти, вы, короче говоря, его усилий не оценили. Он пришел в вашу жизнь, и он начал вас завоевывать теми методами, какие всегда срабатывали с другими. Да? Он этими методами завоевывал, пытался вам понравиться, пытался вас очаровать, пытался как-то подстроиться под вас. У него были планы на какую-то, знаете,
страсть сумасшедшую, на счастье, которое вы могли бы ему подарить. Ну, все по легкости, естественно. Да? Хотелось ему с вами закрутить роман, проще говоря. Вот. Но вы здесь показали ему Кузькину мать, вы обесценили его усилия, вот эти вот по завоеванию вас, как-то им в темную проманипулировали. То есть вы сделали что-то, что он только постфактум обнаружил, что он в дураках. Понимаете? То есть вы этого человека оставили в дураках. И это разбило его сердце. Это разбило его сердце. Замечательно вообще. Лиса у нас делает. Значит, сейчас немножечко, пусть, раз уж ей так хочется, да, пусть она немножечко помедитирует на вашу позицию. Итак, значит, здесь я думаю, что вы мужчину оставили в дураках, и его отношение к вам – это такое, знаете, возмущение. Как это так? Вы же, я думаю, понимаете, здесь работает простейшая логика. Когда большое количество женщин, да, сдают свои позиции перед мужчиной, он привыкает к тому, что завоевание – это легкий путь, да, что женщину легко завоевать. Ему начинает казаться, что он уже стольких завоевал, перепробовал и уже все о женщинах знает. Да? И, конечно, он не запомнит никого из тех, кто с ним спал и кто оказался завоеванным. Но он запомнит ту одну, которая ему не далась. Ту одну, которая увидела его манипуляции и сказала «нет», которая не повелась, не пошла, даже если она хотела. Вот это он запомнит. И по этой причине он запомнил вас. То есть у него есть к вам интерес, у него есть желание страсти в вашу сторону, именно потому, что вы не поддались его очарованию. Типа того, что ну как это так, да, вот она одна такая, не поддалась моим чарам, нужно все равно сделать так, чтобы она была со мной. У него осталось вот от вашего общения какое-то такое не очень приятное послевкусие. Лисуля, извини, но мы с тобой все-таки должны переместиться. Ну, давайте посмотрим ответ на наш главный вопрос. Шерсточку вашу, пожалуйста, заберите, мадемуазель. Давайте посмотрим, что же он вам хочет сказать, но боится это сделать. Ага. Ты отказала мне 2 раза, не хочу, сказала ты. Вот такая вот зараза, женщина моей мечты, говорит он. Значит, он придет. Здесь на самом деле человек ни о чем не боится сказать. Вот, он такой, знаете, как, даже не знаю, слово есть такое, склизкий, да, вот какой-то такой вот он. Он, знаете, вот его пытаешься ухватить, а он так выворачивается. Вот, значит, о чем он вам хочет сказать? О том, что он придет вас завоевывать и будет говорить вам о великой любви. О том, что он пропустит мимо ушей все ваши высказывания. И если вы его будете бить палками, то бей, дорогая, бей. Да, мне не страшно. Он готов это все стерпеть, он готов это все перенести для дальнейшей победы, как он говорит. Значит, он будет говорить вам о том, что он прошел какой-то урок, чему-то научился, теперь он уже не тот, что раньше, маленький ребенок внутри него уже созрел, он принял какие-то решения,
Ну, что-то, короче говоря, осознал. Он будет вам говорить о том, что он что-то осознал и повзрослел. Так вот, верить вам этому нельзя. Все, что будет делать этот мужчина, это манипуляция. Это все потому, что он не может терпеть, как эта женщина не сдала позиции, как эта женщина не стала его женщиной, как она могла, как она осмелилась. Поэтому он будет притворяться для того, чтобы вновь вас завоевать. Значит, вот что он хотел бы вам сказать? Он хотел бы вам сказать, что он будет притворяться для того, чтобы получить вашу благосклонность и впоследствии воткнуть в вас свои мечи. Человеку неприятно, что вы не сдались. Человеку неприятно, что вы его победили. Он внутри, да, вот знаете, такой человек, которого, ну, он считает, ни одна женщина не должна остаться как бы нетронутой им, да, если он ее захотел. Простите. Ну, прям все. Не дает говорить. Простите, пожалуйста. Вот, значит, мужчина хочет вас вернуть, возобновить отношения, обольстить, довести до постели, до каких-то отношений любовных и бросить. Вот о чем он хочет сказать и не дает мне просто говорить. Простите меня, пожалуйста, мои дорогие. Но смысл вы, я надеюсь, поняли. Он меня просто затыкает, этот мужчина. Смысл, я надеюсь, вы поняли. Не сдавайте свои позиции, мои хорошие. Ну что, вот такой вот у нас получился расклад. Я благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.